Добрый день, дорогие друзья! Ну что, сегодня у нас с вами картинка вот такая потрясающая. И я начинаю гороскоп на ноябрь 2023 года для потрясающих, плодотворных и трудящихся козерогов. Ну что, дорогие козероги, поехали! Друзья, если вы первый раз на моем канале, вот здесь поставьте колокольчик, подпишитесь. Боже мой, какая картинка, я не знаю, я кайфую очень сильно, да. В общем, выполните все вот эти манипуляции для того, чтобы не пропускать это видео, для того, чтобы сразу получать уведомления и быть в курсе всех событий на небе, которые происходят с нами. Ну что, дорогие, поехали! Ноябрь месяц. Это месяц, когда мы проходим как раз-таки, завершаем этот этап кармических узлов, да, то есть коридора затмений, который случился в октябре, он будет продолжаться с нами. Эмоции, во всяком случае, эмоции, действия будут продолжаться как раз-таки до завершения этого лунного цикла. Завершаться будет октябрьский лунный цикл 13 ноября, и до 13 ноября настроение коридора затмений будет продолжаться. Да, с помощью вашего главного управителя Сатурна, с помощью терпения, с помощью силы воли, с помощью старания вы сможете настроиться на свой как раз-таки мощный путь развития. Да? Энергия будет вся та же, то есть делайте, внедряйте в жизнь все, что давно хотелось. Да, это будет сложно, да, это не будет легко, да, необходимо прикладывать силы, старания и тому подобное, да. Не будет даваться сразу, будет даваться с прокруткой, тяжело, сложно, но такой уж он путь, да, такой уж он путь, и необходимо его проходить, ну, достойно, да. И с помощью терпения, с помощью усидчивости как раз-таки получится направить работу в то самое русло, в которое хотелось, завершить те дела, которыми уже не хочется заниматься, и начать новыми. Да? Если вы начали заниматься этим в октябре, тогда продолжайте в ноябре все те же самые действия, следуйте строго по плану, да? Не отступайтесь от своего плана. Знайте, что если не получилось первый, второй или даже третий раз, но это не говорит о том, что это не получилось. Да? Это попытки, это опыт, это стремление, то есть вы тем самым понимаете, куда вам нужно идти. Еще раз говорю, не будет легко, да? Это такой главный ориентир, чтобы вы не думали, почему же так быстро не далось и все, да? Поэтому в карьере пока так. Во второй половине ноября, в середине ноября запускается новый астрологический цикл, да, будет новолуние 13 ноября, и до 23 будет находиться как раз-таки оппозиция как раз-таки с Солнцем, Ураном, и здесь захочется вот психануть, захочется бросить все свои дела, захочется сказать: все, я лучше вот все брошу и ничего не буду продолжать, захочется обнулиться в работе, все бросить, уйти от дел, поругаться. Не стоит ни в коем случае этого делать, потому что пройдет эта оппозиция, и в конце ноября уже все устаканится. Как говорится, в декабре уже станет вообще благоприятное, прекрасное время для работы, прекрасное время для тех дел, которые вы хотели. Меня просят, да, дорогие козероги, записывать гороскопы на несколько месяцев вперед, поэтому на декабрьские я уже запишу на всю зиму, на 3 месяца вперед, да, поквартально бизнес-люди меня просят записывать. А сейчас пока забегу вперед и расскажу про декабрь, как окончание года, чтобы вы сразу распланировали на ноябрь и на декабрь, да. Поэтому в декабре коротенько. Первая половина декабря, она будет достаточно классная. Она будет на самом деле классная, она будет, несмотря на то, что будет завершающая, убывающая фаза Луны, да, в работе это будет потрясающая энергия, земная энергия, которая способствует к деньгам, к вложениям, к сделкам, к договоренностям, к прекрасной коммуникации. Во второй половине декабря нас с вами настигнет ретроградный Меркурий, поэтому здесь, конечно же, все то, что хотелось доставить, привезти, договориться, рассчитывайте заранее, да, потому что вторая половина декабря, ну, уже начнет
нервы у людей сдавать, начнет система сбоить, доставки, поставки, с прибылью, с финансами, с подсчетами будет сложно, да. Поэтому первая половина декабря, она прям очень классная, она прям очень рабочая. Вторая половина декабря, ну тут уж как получится, с учетом того, что все захотят на праздники, все захотят завершить свои дела, все захотят, чтобы ну, получить свою прибыль заранее, побыстрее уйти там на выходные новогодние, да. Ну вот еще и накладывается ретроградный Меркурий, что усложняет эту задачу завершить год качественно. Поэтому планируйте этот момент. Ноябрь, вторая половина, прекрасное время, да, вторая половина ноября, новый лунный цикл, прекрасное время для сделок, для работы, для взаимоотношений. Правда, в ноябре, последняя неделя ноября, тяжело, сложно будет опять начинать. Главное, понимайте, что все те действия, которые вы предпримете, они будут носить такой фундаментальный характер, потому что Сатурн, ваш главный управитель, в начале ноября разворачивается из ретроградного движения, он становится директным, и это говорит о том, что ребята, поехали, все планы, которые мы хотели, реализовываем. Любовная сфера у Козерогов, она полна неожиданностей, потому что месяц будет не одним из самых приятных романтических и гармоничных отношений, потому что, естественно, у Козерогов многое что завязано на работе, на карьере. Накладывается еще коридор затмений, который начался в октябре. В ноябре он будет продолжаться, и это настроение точно так же. Главное, понимайте в своих отношениях, что если у вас с этим человеком чувства, если вас много чего связывает, если вы, как говорится, не просто так, не такой однодневный романчик, да, понимаете, что у вас есть общего, что вы хотите сохранить, за что вы волнуетесь, что вам необходимо, что для вас важно и ценно, да, и идите в долгую, да, потому что понимаете, что плохие дни пройдут, наступят хорошие, и это будет совсем-таки, во второй половине ноября уже все станет гораздо приятнее. Конечно, в середине месяца оппозиция Солнца с Ураном, конечно, захочет Солнцем с Ураном и с Марсом, да, захочет как раз-таки обнулиться, подать на развод, сказать: все надоело, больше не хочу, терпения нет. Но понимайте, это время пройдет. Это время пройдет, и здесь главное работать на терпении, работать на взаимопонимании, на том самом, что многие прячут, на том самом, что многие не боятся. Да, многие козероги боятся заглянуть в душу, посмотреть, что там есть на самом деле. Не опирайтесь очень сильно на именно материальную сферу в этот момент. Именно посмотрите на те самые чувства, которые вас связывают, то душевное тепло, что у вас есть в отношениях, потому что это на самом деле очень важно и ценно. Материальные блага, дорогие козероги, вы заработаете. Я вообще ни в коем случае за вас в этом плане не переживаю, да. Здесь нужно смотреть то, что дает вам внутренние силы для работы, да. Конечно же, работа в отношениях, вы думаете, что она должна складываться само собой, но у вас, дорогие козероги, личная жизнь будет складываться тогда хорошо и классно, когда у вас будет классный социальный статус у самих, неважно, мужчина вы или женщина, потому что если у вас с карьерой, с работой все хорошо, то и личная жизнь у вас будет складываться, вы скажете, как будто все само собой случилось. Да, ну конечно, потому что когда у козерогов в карьере, в бизнесе, в деньгах все хорошо, он такой как бы уверенный по жизни становится, он перестает искать причины, за которые можно зацепиться, до партнера докопаться, да, поэтому, дорогие козероги, знайте, что для вас основная, очень важная работа, и как раз-таки Сатурн, который развернулся, да, ваш управитель главный, он как раз-таки вам здесь и поможет. Прекрасное время для того, чтобы как раз-таки дотянуть эту энергию и развернуть все свои кармические задачи. Боже мой, смотрите, какое потрясающее солнце вышло, да? Для того, чтобы как раз свои кармические задачи проехать и решить. Сатурн как раз будет вам здесь помогать, терпение и силы воли. Опирается точно так же на вашу личную жизнь. Что касается кармических задач, про которые я уже не раз сказала, что необходимо сделать. Кармические узлы, то есть коридор затмения, запускает как раз-таки эту историю с вашими кармическими задачами. И здесь важно понимать, что для вас
дорогие козероги, все становится понятно и четко во всех сферах вашей жизни, когда у вас есть социальный статус, та работа, которую вы хотите, когда у вас есть те плюшки по жизни, тот круг общения, который вы хотите, да, те материальные блага, можно их так назвать, да, то есть все то, чем вы себя окружаете в обычной жизни, когда это того самого состояния, благополучия, когда это имеет тот самый подтекст и именно статусность, да, тогда вы понимаете, что вы находитесь на своем уровне развития, и тогда у вас автоматически начинает выстраиваться не просто как бы сфера друзей, знакомств, да, то есть если вы идете на ту самую должность, которую вы хотите, на ту самую профессию, которая вам нравится, да, тогда вы автоматически получаете тот круг друзей, знакомств, который вам необходим по жизни, с которым вместе вы растете. Тогда у вас автоматически вы начинаете видеть партнера по жизни, с которым вам будет хорошо, с которым вам будет прекрасно. И вы перестаете, как правило, до него докапываться, будь то это мужчина или женщина, неважно. Вы начинаете в прямом смысле ценить в нем все то, что вам как раз-таки необходимо и вы искали, вместо того, чтобы докапываться, что там недостаточно презентабельный партнер, у него не тот статус и тому подобное, да. Когда вы следуете своим кармическим задачам, да, то есть вы их выполняете, вы реализовываетесь по жизни, тогда у вас и как раз-таки сфера здоровья абсолютно закрыта, нет никаких заболеваний зубов, костей, спины и тому подобное, потому что для козерогов это очень такая важная история, которую, к сожалению, очень многие козероги не видят, как говорится, блинов в своем глазу не заметят. Почему я уже неоднократно сказала про кармические задачи? Потому что как раз разворот Сатурна, коридор затмений для козерогов буквально совсем скоро, через месяц, я буду записывать новый гороскоп, и все козероги начнут потихонечку отмечать свои дни рождения, то есть запускать соляры. Новый астрономический год начнется, да, астрономический, как угодно называйте, если каждый козерог это звезда, тогда астрономический, да. Но вообще начнется каждый персональный Новый год у козерогов, да. И здесь, дорогие козероги, главное понимать, подводить итоги, подводить черту. Как раз-таки коридор затмений попал сейчас, октябрьский, да, и вот это настроение ноября как раз-таки попал на ваш 10-й дом, на вашу карьеру, реализацию, статус. И в ноябре станет момент очень остро с вашей работой. Выбор работы, смена работы, возможно, другая работа, для того, чтобы подняться выше. Так вот, здесь ни в коем случае вот эти моменты в своей жизни не убирайте их, не прячьте их. Если вам приходит новое предложение по работе, вообще любое предложение, понимаете, что это вам для чего-то нужно, да, для того, чтобы подняться. Да, возможно, условия там не очень, но козерог это тот самый человек, который поднимается с самых низов хорошо, фундаментально и быстро, да, для того, чтобы подняться, не быстрый взлет, конечно, не быстрый взлет, это работа, я бы так сказала, всей жизни, да, и достижение успеха у козерогов это история всей жизни, но здесь, дорогие козероги, важно понимать, что важность в самом пути, то есть все то, что вы проходите, все те уроки, которые вы проходите на протяжении своей жизни, на протяжении своего пути. И если вы в этот момент, даже когда вам тяжело, и когда не получается, вы поднимаетесь наверх, вы не пасуете, вы не сдаетесь, тогда вы получаете больше, хотите называйте это кэша, больше прибыли, больше выручки, больше опыта, да, то есть вы получаете вот это то самое, когда вы не сдаетесь, и уже, казалось бы, без 5 минут я хочу сдаться, но нет, я передумал, и я иду дальше. Вот это, на самом деле, та самая история про козерогов, когда мне очень часто пишут даже в комментарии, либо клиенты говорят, что, так уже тяжело, он так задолбался, да. Это говорит о том, что у козерогов сложная задача воплощения, но если козерог идет по этому сложному пути,
если он не сдается, если он понимает, что это сильный знак, это мощный знак, это знак тяжелых энергий, да, и когда вы всю эту суть понимаете, вам становится как бы легче идти по жизни, просто вы понимаете, что плюшек особых не ждать, да. Конечно, бывают козероги, у которых бывают там плюшки в честь прошлой жизни, заслуг там в прошлых жизнях и тому подобное, но, как правило, козероги — это те люди, которые пришли сюда с тяжелой не то, что я скажу, судьбой, да, но необходимо выполнять такие для многих людей очень сложные задачи. Как правило, козероги, которые осознают всю свою суть, они понимают, насколько это понятно, логично и по-другому быть не может, да? Поэтому, дорогие козероги, не бойтесь трудностей, не бойтесь сложностей. Дорогие мои козероги, рассказала вам гороскоп на ноябрь месяц вот с таким прекрасным, потрясающим видом. Надеюсь, он вам зайдет, и я надеюсь, он ляжет вам на душу. Рассказала немножко больше, чем есть на самом деле, потому что оно необходимо, и у вас как раз-таки эти эмоции, вы их проходите сейчас, моменты осознания, для чего и куда мы идем, потому что мы все плавно подходим к 24-му високосному году, который будет сложный. Год сложных мировых событий, военных, политических, как угодно их называйте. И здесь в это время главное научиться жить в это сложное и нестабильное время, особенно если вы козероги, которые родились в 80-х годах, в начале 90-х. Знаете, дорогие козероги, что вы пришли сюда, в этот мир, для того, чтобы строить бизнес вот в этом вот непонятно в чем, да? Самая главная задача людей 80-х и 90-х – это трансформироваться в условиях нестабильной реальности. Поэтому, дорогие козероги, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях, да? Я обязательно отвечу на все ваши вопросы, на все комментарии. Если они развернутые и большие, я точно так же емко на них и отвечу, да? После всех гороскопов на ноябрь месяц обязательно ожидайте большое видео про ваш знак зодиака, для того, чтобы вы поняли себя больше, куда идти, что делать, зачем делать, где, как говорится, не рубить лишних слов и тому подобное, да? Ну что, дорогие козероги, спасибо, что досмотрели до конца. Рада радовать вас красивой картинкой. Другие знаки зодиака в этом месяце не видели такую красивую картинку, поэтому увидимся с вами в следующем ролике.